Подождем, пока все включится. Зритель какой-нибудь подключится. Ну, сегодня будет интересная трансляция, если все удастся у меня. Так, интересные сообщения. 2 зрителя. Так, сейчас, ребятки. Итак, народ, так как сегодня и как бы этот самый, сейчас я поставлю на паузу немножко. Смотрите, видите? Вы увидите сейчас трансляцию. В чем прикол сегодняшний? Сегодня, пожалуйста, напишите, как меня слышно и видно, потому что сегодня трансляция будет движений и вообще будет все немножечко по-другому. Так что, пожалуйста, я буду рассказывать интересные истории, вы будете смотреть город Буэнос-Айрес. Я постараюсь убрать свой телефон, чтобы он не мелькал у вас перед носом. Я вот показываю, что я сейчас транслирую не с телефона. Так что давайте, напишите, как видно. Мы здесь, привет из Праги. Ребята, привет в Праге, только, пожалуйста, напишите действительно, как вам, не мешает ли такая картинка, ну, типа, нормально ли идет, и как звук. Это сегодня трансляция будет немножко по-другому выглядеть. Не будем сидеть на месте, пойдем. И вот раньше всегда трансляция шла, слышно, отлично и видно. Ну вот, спасибо, спасибо, это я хотел узнать. Почему? Потому что сегодня немножко, смотрите, какой у нас день прекрасный. Видите, наступила весна, вчера наступила весна. И теперь мы пойдем погуляем по нашему району. Ну, пойдем, к примеру, мимо площадок. Пойдем в китайский район, вернемся по, ну, в общем, район Бельграну осмотрим. Я вам немножко порассказываю интересные истории. Так, ребята, наверное, меня знают. Точно, тут много просто это самое семей приехавших, которые наверняка меня встречали. Я почему это говорю, что экспериментально, потому что я сейчас веду трансляцию с GoPro 13. То есть не с телефона, как всегда. И вот хотел посмотреть, как будет GoPro-шка моя новая вести трансляцию. Будет ли она давать хорошее качество во время движения. И будет ли хороший звук давать. Почему? Потому что всегда мы ведем с телефона. Скоро будем у вас. Так, мы из Петербурга. Принимает ли карты МИР в Бразилии и Аргентине? Смотрите, я не знаю, как в Бразилии, но карты МИР в Аргентине, я думаю, никто не принимает. Здесь все-таки виза, MasterCard, ну и все в таком духе. Вряд ли вы найдете того, кто будет принимать здесь карты МИР. Но все равно... Знаете, еще у нас существует такая штука, как крипта, не забывайте. Так что, если у вас карта МИР и вам надо это самые деньги, вы так ее соедините там с криптой, потом будете здесь через крипту переводить туда-сюда. А еще смотрите, только единственное, что тут, я вчера в чатиках читал, многие возмущаются, что банки типа себе тут позволяют. Мы тут P2P занимаемся обменом крипты, они нам блокируют счета. Ну, они, наверное, думают, что тут какой-то недоразвитый мир, так что, конечно, через крипту можно вывести деньги, но факт в том, что через крипту тоже надо немножечко понимать, как выводить, и если сумма большая, то, конечно, вас могут заблокировать и попросить, чтобы вы дали счет, это вчера как раз эта тема и обсуждалась, я читал, чтобы вы дали счет, за какие услуги вы получили деньги, то есть тут как банк считает. То если вы на счет получили деньги, а вы, допустим, там с биржи получили P2P, то значит вы этому человеку или что-то продали, или указали какие-то услуги. А значит вы зарегистрированы в налоговой инспекции, платите налоги, и вы выписываете счета. Вот они у вас и просят, говорят, а дайте счет. Что за услуги или что за продажа у вас была на такую сумму. Если ты не можешь подтвердить, можешь возмущаться, сколько влезет, но факт есть факт. Теперь, я же чего хотел рассказать. Меня тут спрашивали, пока вы понаписываете комментарии, меня тут спрашивали такую историю, типа, а как вы вообще, говорит, в Аргентину попали? Ну, типа, как выбирали Аргентину, почему это Аргентина, а не другая какая-то страна. И думаю, а что, интересная история, люди любят такие всякие истории, да, чтобы послушать. Думаю-ка, расскажу я. Значит, смотрите, после развала Советского Союза я решил, особо больше никуда не вырывался. Думаю, надо куда-то поехать. То есть
На языку, конечно, было Канада, там, как и всегда, там Америка, Канада, Австралия. Но потом, когда начали хоть немножечко интересоваться этой темой, начали понимать, что все вот эти штуки, типа Канада, Америка, Австралия, там надо знать язык, надо иметь дофига денег. Я вечно с языкам был не способен. Надо кучу всяких справок, бумажек, собеседований, чтобы тебе это все дали, эти все визы. Ну, одним словом, головная боль большая. И желание было куда-то поехать, что-то посмотреть, что живет и как живут люди вообще за совком. Но в то же время не было такой, как посчитаю, что там требует. Думаю, ну вот смотри, по языку я не сдам, собеседование не пройду, столько денег нет, денег не это самое. Ну, к примеру, жить первое время как-то надо, соответственно, нужны еще деньги на что-то, потому что если языка не знаешь, работы не найдешь, то как? Это сейчас все говорят, ну, мы в интернете работаем, окей, но это вы сейчас в интернете работаете. Ехал я к друзьям, ну и сидели за столом, и решил я с друзьями поделиться своей идеей, что хочу куда-то за границу махануть. А они говорят, слушай, есть такая тема, говорит, у нас тут товарищи, они сами художники, они в Украине, там заслуженные художники такие до сих пор, там, ну, в общем, семья художников. И друзья у них, соответственно, все художники. И вот они мне рассказывают, говорит, смотри, есть такая темка, говорит, наш один товарищ, тоже художник, ездил в такую страну, называется Аргентина. И вот, говорит, сам как художник, ну, себя не нашел. Соответственно, он, говорит, вернулся. Он рассказывал, что, говорит, было просто туда оформиться. И вот я первый раз тогда вообще услышал слово Аргентина. Приехал домой, думаю, так, надо взять атлас, тогда еще, как я уже и говорил, интернета не было, посмотреть, где эта Аргентина находится. Посмотрел, далеко, классно, блин, типа, надо ехать. Искал информацию про Аргентину, нифига информации не было. Была какая-то передача «Клуб кинопутешественников», там какой-то сюжет показывали, что в каких-то горах в Хухуе сидит бабка, у нее матриархат в семье, она там, козы какие-то ходят, и она там управляет мужиками. Ну, одним словом, я прикинул, думаю, все как по мне. Ну, то есть какие-то горы, какие-то козы, подальше от всех. Все так надоели, думаю, надо валить. Думаю, надо же попробовать, как это делается. Позвонить. Взял по телефону, нашел в справочнике посольства Аргентины в Киеве телефон. Позвонил по телефону, говорю, так и так. Слышал, что можно поехать в Аргентину. Они говорят, да, можно. А что для этого надо? Говорят, надо так, чтобы ты приехал на собеседование, мы тебя запишем на какое число. Тогда наплыва не было совершенно. И ты должен предоставить, по-моему, $200 оформления бумажек всяких. И ты должен предоставить несколько бумажек наподобие того, что ты не судим, и не был не судим, потом, что ты не болеешь никакими-то там крутыми заболеваниями, что ты не поедешь и потом не упадешь на бесплатное лечение к этому самому, ну, на государственный счет, не свалишься на голову на государственный счет. Ну и плюс еще что-то было, какая-то ерунда. Подписать бумагу, что ты не будешь просить помощи у государства, что ты будешь работать, ну, сам и жить за свои. Если у тебя не получится, то, соответственно, ты не сможешь, ну, как бы помощь тебе никто не даст. Ну, в таком духе я согласился, говорю, да ладно, господи, не так уже, в принципе, сложно, попробуем. Говорю, а виза на сколько? Ну, говорит, на год с правом работы, то есть, как с правом работы, никто тебе ничего давать не будет. Виза на год, приезжай, ищи себе работу, работай, и все в таком духе. Но никаких заскоков в плане того, что ты там будешь попрошайничать, и государство тебе что-то даст. Я говорю, ну, а дальше как через год? Ну, через год ты имеешь право продлить визу еще на год. А если ты захочешь остаться и пройдет 2 года, ты можешь подать на постоянку. Блин, здесь такой шум, что это пойдем мы сейчас куда-нибудь на какие-то другие улицы. Что-то в этом орет в каждом. Приходится их перекрикивать. Орет музыка. Уже утро наступило, сейчас люди начнут тут собираться. Ну, я уже много раз показывал это. Сейчас мы пойдем по другой улице, выйдем отсюда, чтобы меньше шум был. Таким образом, я записался на собеседование. Прикидывайте, ну, записался на собеседование по телефону. Подготовил там, вот паспорт должен быть заграничный. Был паспорт, подготовил эти самые. Я сюда ехал с паспортом, у меня не было еще тогда в то время, только аж распался
совок. И у меня еще не было украинского паспорта. То есть у меня был паспорт СССР, и в нем стоял штампик, что типа, ну, уже он принадлежит Украине. Но это была просто такая печатка, знаете. Так, везде у нас, смотрите, Буэнос-Айрес, везде долбят, ремонтируют что-то. Уйду с этого шумного места, пройдусь немножко более тихим, спокойным районом. Потом мы еще выйдем на рынок, ну, типа, где магазинов до черта и все такое. И вот записался на собеседование, я и Света на одно время сели в машину, поехали на собеседование. Думали, ну, там поговорят, то все, потом результат как бы скажут, когда-то пригласят, скажут, ну, как всегда, знаете, там, этот, приезжаем. Во-первых, конечно, это совсем не то, как сейчас, куда-то ходить в посольство на собеседование. То есть тогда еще народу, ну, воспринимали каждого желающего как человека. Не как это, стоят в очереди толпа и там типа привет, привет и пошел дальше. Нет. Нам там что-то кофе предложили, сели за столик. С нами женщина, которая в консульстве работает, в посольстве, села за столик, предложила кофе, поговорила вот так вот по-человечески за чашкой кофе. Типа, ну а какие у вас надежды, зачем вы едете, что вы хотите, 5-е, 10-е. И минут 15 посидели, кофе попили. Она говорит, ну все, типа, блин, давайте ваши паспорта, мы туда шлепнем визы. Мы дали паспорта, нам шлепнули визы, мы такие удивленные, думаем, вот это и все, типа, блин, было. Это и все. И мы пошли спокойно. Вышли, я говорю, так а чего тянуть, давай этот, раз уже визы есть. Пошли, тогда было еще Аэрофлот в Киеве. Пойдем в агентство Аэрофлота, спросим насчет билетов. Зашли, не помню уже, сколько стоили билеты тогда сюда. Ну, тоже, наверное, дороговато, все-таки на другой конец света. Зашли в Аэрофлот, взяли билеты на рейс через неделю. То есть, в принципе, да, вот смотрите, за 10 дней до этого мы только думали, что пойдем за визами, а потом вышли с визами, сразу взяли билеты через неделю отлет и поехали домой просто сообщить родственникам, что типа через неделю у нас билеты на самолет. Но еще мне очень прикольно было бы рассказать вам о том, так, надеюсь, у меня идет, да, идет стрим, я тут смотрю. Еще у меня было прикольно, что я сегодня даже хотел рассказать, после того, как пошел на спорт, думаю, вот, надо бы рассказать эту историю, потому что многие уже никогда, наверное, не увидят такой истории. Как раньше было в самолетах. Без разницы, в каких это Аэрофлот, не Аэрофлот, факт не в том. Факт в том, что вообще правила перелета вот в те времена, какие были. То есть мы поменяли несколько самолетов. Сначала прилетели с Киева в Москву, там пересели. И летели мы в марте месяце, в начале марта. Соответственно, в Москве там пересадка, я уже не помню название этих аэродромов, на которых мы там пересаживались с одного на другой. Но, в общем, все в снегу, март месяц, только начало марта. Представляете, какое снежище. Мы такие одетые, закушканные, садимся в самолет. И что-то у меня такое дикое желание было, думаю, лишь бы вот уже взлетел он с этого совка, и как бы вот хоть в Африке пускай сядет, хоть где-то, лишь бы уже вот за границей вот это вот выйти и посмотреть, что там дальше. В конечном-то я так сильно хотел вообще-то улететь, не обязательно с Украины, просто со всего этого хотел улететь, где-то попробовать пожить в другой стране. И вот самолет, ну, понятно, там таможня, то все, это все ерунда, кто там как проходил. Ну, в общем, сели, взлетели, и следующая посадка в Африке. Класс! Там нас, правда, не выпустили, это был какой-то Тунис, по-моему. Тогда так летали. В Тунисе сели, там нас не выпустили. Час мы стояли на полосе, все пассажиры сидели в этом самолете. Нас подогнали заправщик до самолета, вместе с людьми там заправили. Взлетел этот самолет, полетел дальше. Потом в конце Африки там есть такой остров, называется остров Саль. Остров Саль, аж внизу за Африкой. Там нас выпустили, там экипаж сменился. Раньше тянул самолет и прямо до Буэнос-Айреса. Там экипаж сменился, самолет тот же самый. Мы погуляли по острову. Куда ты нафиг с острова денешься? Да никуда. Соответственно, мы там крутенько погуляли себе по острову. Сели и давай дальше лететь. Но в чем был прикол?
Во-первых, я уже не помню, сколько там было ограничений по вещам, но точно знаю, что было очень много. Очень много. То есть ты мог там тащить, не знаю, сотни килограмм, наверное, с собой в этих чемоданах. Во-вторых, после этого Африки практически уже в сторону Бразилии никто не летел. Мы летели, был почти пустой самолет, то есть через океан на другой континент уже был практически пустой самолет. Во-первых, мы выбирали себе места, где только хотели. То есть ты можешь каждый разложиться на 4 места, лечь спать в самолете, все, что хочешь. Во-вторых, тогда были такие правила, что кормили на убой, ты мог попросить сколько хочешь, тебе принесли этой еды. И все время еще что-то предлагали. И выпивка была тоже на убой, сколько ты выпьешь, хоть сдохни, блин. И выпивка какая, там типа виски, водка. А что нам тогда после совка надо было? Я там познакомился с товарищем своим, Славиком, сейчас он уже в Штатах живет. Тогда мы летели вместе, разнакомились в самолете. Он с семьей, я с семьей, никто никуда не знал, никуда летим. Мы со Славоном как накачались этим виски и этой водкой в этом самолете. Да, и, по-моему, и проводники даже были наполовину тоже укачанные, блин. Что мы через океан, когда летели, после соль, когда взлетели и выпили, уже от радости, что мы уже покидаем этот континент, что мы проснулись, аж когда в Бразилии собирались садиться. Видел там что-то чуть-чуть океан, но немножко совсем. Дальше мы уже просто свалились спать. То есть вот это была веселуха в самолетах. Не то, что теперь там, блин, не знаю, одеколон не возьми, духи не возьми, курить разрешалось в салоне. То есть, так как там был определенный, ну, как бы, зал для курения, для курящих. Но так как в самолете практически никого не было, нам стюардессы сказали, можете курить где хотите.